Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о членах комитета, актерах Дмитрии Харатьяне, Сергее Жигунове и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Пресс-служба команды Никиты Михалкова сообщает о трагической новости в семье Дмитрия Вадимовича Харатьяна. Лишь только 2 дня назад работники антикоррупционного комитета Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов направились в город Петропавловск-Камчатский для открытия филиала антикоррупционного комитета. Однако вчера вечером в связи с чрезвычайным событием пришлось прервать служебную командировку. Дмитрию Вадимовичу сообщили о страшной трагедии с его семьей. Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов, 2 товарища гардемарина, знают друг друга несколько десятков лет и готовы постоять друг за друга, поэтому члены комитета немедленно вернулись в город Москву. В отсутствие Дмитрия Харатьяна с его семьей произошла страшная драма. В квартиру на улице Никольской в Москве ворвались преступники и совершили тяжкие преступления по отношению к его дочери и супруге. Преступники надругались над дочерью Дмитрия Вадимовича и лишили жизни его супруги, которая пыталась заступиться за свою дочь. Помимо этого, из квартиры Дмитрия Вадимовича были похищены важные документы, которые касаются антикоррупционной деятельности комитета. В связи с тяжким преступлением по городу Москве была объявлена операция «Перехват». Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян – сильные и спортивные мужчины, при себе имеют табельное оружие. Артисты решили не ждать помощи властей и сами разобраться с преступниками. Криминальная сводка по городу Москве передает, что буквально несколько часов назад служебная машина антикоррупционного комитета, в которой находились Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов, несколько километров преследовали черный джип без номеров. В районе местного железнодорожного переезда Дмитрий Харатьян, по всей вероятности, понял, что черный джип уходит от погони, и Сергей Жигунов и Дмитрий Вадимович открыли огонь на поражение. По всей видимости, водитель черного джипа из-за ранений не справился с управлением, и черная иномарка угодила под железнодорожный состав. Все 6 преступников погибли. Дмитрий Вадимович Харатьян на данный момент находится в подорванном психологическом состоянии. Известный артист и член комитета сам позвонил в полицию и вызвал скорую помощь. Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян были доставлены в полицию, однако, по всей вероятности, артисты вскоре окажутся на свободе, так как задержали опасных преступников и действовали в рамках самообороны. А совершенные ими преступления вполне подходят под статью «Преступления, совершенные в состоянии аффекта». К слову сказать, что это уже не первая трагедия в семье Дмитрия Вадимовича Харатьяна. Зрители с большим стажем могут помнить, что полгода назад в семье известного актера произошла еще одна трагедия. Во время участия в спецоперации погиб родной сын Дмитрия Вадимовича Харатьяна Иван Харатьян. За свой подвиг он был награжден посмертно орденом Мужества. Надо отметить, что Иван Харатьян и другой герой спецоперации, заместитель антикоррупционного комитета Никита Малинин, находились в одном подразделении, поддерживали друг друга и оба совершили героические подвиги. Однако Иван Харатьян ушел из жизни, а Никита Малинин получил тяжелые увечья. У него ампутирована правая нога. Однако стоит отметить, что протезы настолько хорошо прижились Никите Малинину, что совсем недавно он смог выступить на музыкальной сцене. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Несколько часов назад при помощи антикоррупционного комитета и служб ФСБ были задержаны 9 сотрудников телевизионных каналов, Первого канала, канала НТВ и канала ТНТ.
Причина ареста – это антиполитические высказывания сотрудников телеканалов в адрес российской власти, российской армии и проведения спецоперации. Заместитель антикоррупционного комитета, известный актер Александр Юрьевич Домогаров, предложил повысить зарплаты учителям средних и младших классов, а также врачам поликлиник на 25%. К слову сказать, еще месяц назад Никита Михалков также потребовал повысить пенсии по возрасту и увеличить социальные пособия для малоимущих и многодетных семей. Завтра в команде Никиты Михалкова произойдет торжественное событие. Легендарного актера и члена комитета Александра Анатольевича Ширвинда, который ушел из жизни 2 месяца назад, торжественно примут в вечные ряды антикоррупционного комитета. Напомним, что Александр Анатольевич стоял у истоков создания антикоррупционного комитета. Он был главным финансистом организации и мечтал о создании собственного телевизионного канала, радиостанции и газеты, которые должны быть посвящены работе антикоррупционного комитета и культурной жизни страны. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.